Привет, ребята! Я сегодня вам расскажу о трудностях, когда я начал учить русский язык. So we might as well start learning Russian. Конечно, сейчас я умею говорить по-русски, но не всегда так было. Когда я приехал в Россию, я не знал алфавит, я не знал русский язык, я ничего не знал. Когда я пришел на первый урок, то, что мы учили, был алфавит. Как люди обычно учили алфавит на первом уроке. Ну, конечно, вы знаете, что испанский и английский есть такой латинский алфавит, но русский, конечно, есть русский алфавит, это совсем по-другому. И, конечно, вот там что-то было очень сложно, вот такие буквы, которые я никогда не видел. Например, буква Ш или буква Ш или буква Ж и так далее. Вот это на самом деле это было очень сложно для меня, потому что на испанском нету таких звуков. Есть буквы, которые выглядят как буквы на испанском или на английском, но совсем не так. Например, буква R на русском. И это выглядит как буква P или буква P на испанском, но совсем не так. Другое. А буква N на русском. Это выглядит как буква H or H на испанском, но тоже не так. Например, буква U на русском, который выглядит как буква Y на английском и как буква I, такая грецкий I, так называется на испанском. Но тоже это совсем не так. Но поэтому первый раз, когда я пришел на урок, я вот видел такие буквы, которые никогда не видел. И вот другие, которые выглядят как что-то я знаю, но тоже не так. Поэтому это было просто очень сложно. И все было хуже. Потому что как ты видишь буквы и как пишется, это по-другому. А вы знаете, что есть такие буквы, есть буквы, как вы пишете на русском. Ну вот так, поэтому первый урок была просто как... была кошмар просто для меня. Wait, there is just one more question. И еще мы тоже учили две недели, которые совсем нелогично. На русском. Ну ладно, например, понедельник, да? Ну ладно, понедельник. Вторник. Ну ладно, тоже понедельник, вторник. Потом среда. Если ты знаешь русский язык, тогда это логично, потому что такое средняя, среда и так далее, да? Ну, тогда я не знал. Потом, четверг. А это откуда? Откуда вы взяли вот это? Пятница. Тоже так. Суббота, ну ладно, суббота для меня логичнее, потому что на испанском тоже есть сабадо, который вот похоже, да? И потом воскресенье. Например, на английском день недели вот такие логично, да? Как Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday и так далее, да? Всегда как day, да? На испанском тоже так. Lunes, martes, miércoles, jueves, вот так логично, да? Как S. Ну, на русском не совсем так. Ребята, конец. Подписывайтесь в мой канал, ставьте лайк, и мы скоро увидимся. Пока-пока.